Всем доброе утро. Уже время такое глубокое утро, уже 10 час утра. Я вас встречаю своей станичной жизнью новой. Ты моя. Петя такой у меня здесь. Смотрите, слышите, как поют птицы? Яблонька цветет. Ой, какой запах. Те мои такие уже 4-й день ходят сами по себе. Меня увидели, за мной пришли. Да, эти мои такие. Ничего не меняется. Собака наша Вилли продолжает бегать с куском хлеба во рту, с булкой, со своей игрушкой. Хорошее, шикарное утро. Сегодня я уже сегодня собирала яйцо. Ты моя такая, сиди, я тебя. Я ж тебя никогда не трогаю, что ты? Да сиди. Утя сидит на яйцах, она умница такая. Я уже сегодня не помню сколько, но яйцев не помню. Не буду обманывать. Немного, 4, по-моему. Вот. Так, ничего не взяла. Сейчас проверим у корочки. Что у тебя там? Сколько у тебя там? Ой. А тут сколько? Я знаю, что ты на яичушках сидишь. Поковырялась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ну надо во что-то. Так. Вчера вычерпали воду, поменяли. Наш селезень. Красавчик. Мы его стали звать Красавчик. Ой, ты такой. Угу. Я иду посмотреть. Я вчера нашла, куда несется одна уточка. Она вот здесь под доски несется. А нету сегодня яйца. Ну, это просто нельзя не запечатлеть эту красоту. Яблочки. Уже почти все отцвело, цветут еще яблочки. А так уже старые персики остались прошлогодние. Куча. Да. Все в одуванчиках. Красота. Здесь тоже хочу, чтобы у меня росли цветочки. Я уже показывала. Ну, наконец-то они начали набираться сил. Сегодня я их подкормлю. Подкормлю. Виноград стал такой красивый. Прям шикарный. Вообще очень хорошо. Сегодня должен был по прогнозу была более-менее низкая температура. Должно быть попрохладней. Но утро уже жаркое. Садимся выпить кофе. Максимка сегодня дома. Сходили они с папой в больницу. Максим не сдал сегодня анализы. Да. Завис компьютер, и нам не выписали ни на баночку, ни на кровь из вены. Да? Поэтому Максим довольный пришел домой. Я его посадила вчера на больничный. Немножечко прихварывает, что-то всю неделю то 37, то 37,2. Но простудные явления видны, заметны, поэтому это простуда. Поэтому я решила, чтобы... Хотя, конечно, как раз вот сейчас 1, 2, 3 выходной. Столько выходных, так хорошо. Вообще люблю выходные, не могу. Да. И Максим будет, и как раз вот и подлечится, побудет дома. Он вообще редко, он редко так вот, чтобы болел. Иди сюда. Монику не выпускала, но она гавкает, поэтому...
Выбегает, ее даже не успеваешь. Это конфеты или фантик валяется? Конфета. А что конфеты валяются? Почему? Папа уронил мне чай. А, да? Папа. Ну, Ладно. конфет. Привет, друзья. На огонек зашел. Максим себе, видите, какой чай налил. Тогда давай мы будем говорить, что это яблочный сок. Давай. Пей. Раз такой пьешь, пей. Может, ты такой любишь. Я-то всегда им такой потемнее делаю. Такой сегодня день хороший. Сегодня более-менее прохладная погода. Да. Снежана сейчас написала тренеру, у нас завтра едет на соревнования. Они... Ну давай фантиком, чтобы не шелестел. Главное, что она говорит, в школу не пойду. Yes, yes, yes. Снежана едет завтра в приют с представлением. В дом сирот едут они, будут выступать там. Сегодня у нее контрольная репетиция, время изменилось, и в здании в новом в каком-то они будут. В бассейне. Кстати, ты узнаешь, где бассейн? Надо будет все узнать, там, может быть, мы сами всей семьей туда походим, в этот бассейн, как раньше. Такие у нас новости. Снежана опять готовится к соревнованиям, довольная. Самое главное, школу завтра пропустит. И Вот сегодня... почему она довольна. Нет, она довольная, что она выступает. Ой, я раньше, когда в школе учился, тоже разные кружки записывался. Но самое преимущество были те кружки, которые вот снимали с уроков. Духовой оркестр ходил, играть не умел. Но как массовку там изображал, но самое главное, очень часто снимали с уроков на всякие концерты там. Ой, красота. Вообще сегодня, пока пью, хотела кофе попить, Моника прибежала, на руки залез. Сейчас отпустишь, побежит гавкать на всех прохожих и не даст вообще ничего сделать. Это Наталья спрашивала, они планируют переезд, думают о переезде в Краснодарский край, и наше мнение, стоит ли переезжать или нет. Наталья, я вам отправляла ссылку. У нас уже есть видеоролик по поводу переезда. Я его примерно год назад снимала, этот ролик. Ну а теперь ничего не изменилось. Как было мнение лично мое о том, что я скучаю. Я скучаю по Комсомольску на Амуре. Ну, скучаю так, мне хватает там побыть один день. Ну ты по родственникам скучаешь, не, Да. не по месту. Мне надо сходить. Там у меня мама похоронена, там родственники, там... То есть такое вот все. По местности, чтобы нет. Но сложности Краснодарского края – работа. Вот я там уже говорила, что я такой человек. Я даже поправлю. Хорошо оплачиваемая. Да, Работа хорошо есть. оплачиваемая работа. Допустим, вот только сейчас мы прочитали в наших объявлениях, что у нас в станице нужен пастух. 800 рублей голова, Мы посчитали. 79 голов. 59 тысяч В общем, получилось. 59 тысяч мы посчитали. То есть вот она работа. Работа сложная, но она есть. И здесь пасти такой большой, да, период надо. Коровы, они здесь уже послушные, они привыкли ходить в стадо. Их кормят, пастухов. Им в обед приносят хороший обед, горячий. И каждая семья старается получше приготовить. То есть и пирожки пекут, и все делают. Зарплата. Вот у меня подруга здесь живет уже 20 лет. Вот у нее сейчас давно уже нет работы, и она уже ее перестала искать. А вот на разные, ну, муж, вот, видать, все равно не голодают, раз живут хорошо. Сыновья уже выросли. И она ходит на какие-то разные подработки. Она живет в самом Краснодаре. Ну, а у нас здесь вот такие работы. То есть тот, кто привык жить в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, в Иркутске, в Новосибирске, и хочет переехать из-за тепла, но они не заработали еще пенсию, и они привыкли жить
от звонка до звонка на государственных предприятиях, на бюджетных, на оплачиваемых, даже если это не бюджетное предприятие, но хорошо, очень хорошие заработки в тех городах, Москва, да, то им, конечно, будет сложно. В этом отношении. Да, именно в плане зарплаты, именно в плане житья. Но если у вас есть какой-то дополнительный доход, если вам есть первое время на что жить, пока вы ищете работу. Допустим, вот у нас соседи купили дом, нам сразу сказали, что это люди из Сочи, да? Ну, муж мой увидал, что на одежде сочинский водоканал написан. В 7 часов утра на электричку сел, в 12 часов дня ты уже в Сочи. Пожалуйста, можно работать молодым вахтовым методом, или вот как мой сын ездил в Сочи парк, считай, жил там, ну, как он говорит, бесплатно, но он не бесплатно, с них, понятно, высчитывали, но зарабатывал хорошо, 39 тысяч была зарплата, 18 или 19 был аванс за месяц. Вот я так и знала, что так себя вести. Для студента. Уникально. Если мы его большим, тогда мы Для студента. Ну, а люди там работают постоянно. То есть работа есть. Просто не такая, как мы жили, да, в Комсомольске на Амуре. Проснулись, за 5 минут до начала работы выползли из дома, пришли на работе, начали чай пить и приводить себя в порядок. То есть, конечно, только работа, вот только работа, все остальное. Ну и то, мы же судим как бы вот по нашей местности. А если, может быть, выбирать переезд там, где более развит поселок, там инфраструктура Да. развита, там много всяких предприятий, то, скорее всего, там и с работой будет легче. Допустим, вот у меня приятельница 3 года назад продавала дом. Она продавала в 30 минутах езды станица от Краснодара. И у них очень большая станица, и там нефтяная компания большая, там даже много фирм такси. То есть работы разные. То есть все зависит от нашей местности. Но прошло ровно 3 года. 1 мая будет 3 года у Максима и у папы, как они. Мы стали местными, кстати, 1 мая, 3 года стаж у нас. Они говорят, что я еще не местная, что Она еще не местная. я в июне. А после 1 мая мы с Максимом договорились, мы пересмотрим закон, и теперь стаж надо будет 5 лет, чтобы стать местным. Поэтому они еще не скоро местные станут. Да, Макс? А мы-то уже все тут. Бабушка тоже местная. Бабушка тоже 1 мая, дед нет. А дед нет. Да, поэтому мы не пожалели, что мы переехали. Я вообще не пожалел. Света говорит, там скучаю. Я вообще ни почему не скучаю. Бабушка говорит, тоже ни одного дня не скучала. Вообще даже А я, нет никакого у желания. меня натура такая, я тоскую. Но я тоскую не по житию там. Я по-другому тоскую. У меня своя женская тоска, мне же надо по чем-то тосковать. Ну да. Получается, мы переехали из-за климата. Потому что, ну, как бы, если думать, что из-за моря, мы на море и там ездили, в той местности. И даже вроде как даже и чаще, и дольше ездили. Дольше мы уезжали надолго. Ну да, потому что там и море дальше. Сутки едешь до моря, поэтому там... А тут у нас часа 3 до моря. И тоже раз в сезон стараемся съездить минимум. Поэтому мне нравится, все нравится. И спокойность, вот это вот спокойствие. Выходишь утром, вечером, нет вот такой вот шума, суеты. Такой вот, ну, как вот в городах там машины каждые 5 минут ездят. Все равно создают шум. У нас вот сейчас какой-то экскаватор там работает, это уже как-то диковинка. Это раз в месяц можно такое услышать. Это летом. Ну. Летом. А так вот птички поют, да, красота. Ежики бегают тут вечерами. Собаки, да? Не дала кофе попить. Не дала кофе попить. Трясешься, сидишь. Ой, какая злая собака. Ужас вообще, что творит. Стыдоба. Я вообще такой человек, как
неправильно совестливый. Мне неудобно перед соседями. Ну, что же она вот орет сутками? Орет сутками. И утки орут, и она орет. Так что, друзья, вывод такой. Все зависит от мотивов. Если хотим жить в тепле, если у нас, ну, можно сказать, есть уже на что жить, например, пенсия, да, то можно, в принципе, не задумываясь, переезжать. Если мы хорошо сейчас зарабатываем, но живем в холоде, ну, нужно быть готовым, что здесь как бы зарплата сразу нужно будет привыкать жить. Ну, работа есть, но она не такая хорошо оплачиваемая. Работу всегда можно найти. Ну, поэтому, если все-таки решились, на первое время нужен запас денег, пока мы, ну, как бы, да, устроимся, найдем работу, нужно вот рассчитывать всегда. Либо, если вы переезжаете летом, и это станичный вариант, то быть готовым работать на полях, на клубнике, все, что растет, на все постоянно требуется. Ну да, такая Вот работа недавно сезонная. у нас тут было объявление, доярки и дойеры нужны были. Было прям написано, оплата высокая. То есть такая работа. А я бы пошла. Да, вот недавно читал, водители нужны, потом еще кто-то был нужен. Да, постоянно нужны. Все равно, люди. то есть работа есть, ну, Люди нужны. продавцы постоянно. нужны. Там, ну, Очень многие работают в Сочи. В Сочи работы много. да, вот в курортных городах на сезон уезжают на все лето, там работают, потом сюда приезжают. Вот где у нас родители купили дом, она вот так хозяйкой жила. Ну, она не так жила. Она постоянно живет в Сочи, и она делает полуфабрикаты. Ну, да. Она уже женщина, у нее уже пенсия. Ну, она так работает. И она круглогодично работает, а не для магазина. Не, но я говорю, что многие вот так вот Но работают. оплата, она говорит, очень высокая. Да, там деньги, где люди отдыхают, курорт, куда деньги, там деньги крутятся, там и зарплата больше. То есть решать вам, но наш вывод, мы не пожалели. Нам еще очень повезло, что переехали родители. Это очень повезло. Ну да. Мне бы вообще бы все бы мои жили бы на нашей улице. Очень хорошо было бы. У меня, когда вот этот домик рядышком продавался, мне так в душе теплилось, что кто-то из моих все-таки. Но у меня родственники мои, по моей линии, они не настолько готовы на отважные шаги. У них нету таких решительных действий, они такие ведут оседлый образ жизни. Они не путешествуют фактически, нету такого вот, чтобы они вот занимались вот так вот. А у Ивана со стороны родители, они все-таки, ну подымай конфетку. И родители, и сестра, они вот постоянно в отпуск ездят, постоянно путешествуют. То есть они более любят проводить где-то время. Поэтому они решились на такой шаг. Ну это, конечно, непростой шаг. Это ответственность. Это жизнь в корне меняется. Поэтому не каждый способен. Но вот мы этот шаг сделали, и нам хорошо. Нам правда хорошо. Будем заканчивать. Будем До скорой прощаться. встречи, друзья. У меня опять что-то пропал голос. Я знаю, что. Я поливала. Я поливаю со шланга. У меня мощный шланг. С него поливаю картошку, с него поливаю капусту. Ну и, естественно, сразу ноги поливают. Мы вчера, Холодной да, водой. мы вчера полили, во вторник было ровно 12 дней, как мы посадили капусту. Высадили ее, рассаду сюда, на улицу. И во вторник было ровно 12 дней. Во вторник ее хорошо пролили и полили куриное говно настоянное, помет. Маме засмеялся. Приятного аппетита. Куриный помет и яйца, шкарлупа яиц очень много у нас. Да, Моника? Шкарлупа яиц. И вот этим я подкормила. Ой, какая. А в парничках огурчики какие бравенькие сразу встали. То что-то не хотели расти. Надо цветочки полить. И через неделю можно еще мочевинкой подкормить будет. То есть мы ведем свое хозяйство. Картошечка растет. Все начинает расти. Уже надо полоть картошку. Я во вторник начала полоть. Иван меня погнал с картошки. Рано. А я вчера смотрю, ничего там не такая. Уже вчера вот такая вот. Нет, так надо, чтобы она вся взошла. Так она уже на этой стороне вся. Гонит меня.
Я-то встала, думаю, сейчас Владик приедет ко мне присоединиться. Ну, прополола только, получается, капусту и вот рядом с капустой картошечку. В общем, занимаемся делами. Ой, дел сейчас, конечно, много. Вечера проводим на улице, с дедушкой играем в карты. Дедушка играть не умеет, я всегда выигрываю. Правда, если честно, уже неделю никого не выигрываю. Дедушка, то мы одно время я его постоянно выигрывала. Тут вчера взял, тут уже неделю нас выигрывает. Вообще. ну, Довольный он, видать, тренируется там, пока мы работаем. Он Говорит, слабаки. Дедушка, мы честно признались, что ты выигрываешь. Ну что, друзья, пока-пока. Спасибо, что были с нами. Вот И такие большие Димонька новости. кавкает. До скорой встречи, До скорой друзья. встречи. Мы очень рады, что вы пишете нам очень добрые комментарии. Ставьте лайки. Спасибо вам большое. Гуси Подписывайтесь сюда и пришли. нажимайте на колокольчик. Кто еще Все сюда, и гуси, и утки, все сюда идут. Ну,